С 11 по 17 октября будет класс в Армении. В эту программу включены новые точки, новые локации. Это, по сути, арт-путешествие с экскурсиями, с дегустацией вина, конечно же. Мы планируем писать в разных местах, ночевать в разных местах, переезды будут. Очень подробно вы можете познакомиться с программой, которая на моем сайте. Программа насыщенная, объемная. И главное, что вас ждут удивительные впечатления. И мы будем писать. Мы будем черпать эти ощущения и учиться писать. Писать солнце, писать пространство, как говорил Мане, между объектами. И особое внимание будем уделять композиции в этой поездке. Точно. Павлу Замай: у меня депрессия только тогда, когда не знаешь, что писать. Как только зацепился, все, порядок. А вообще вы правы, нужно просто работать. Ну а если человек не может встать с дивана, что ему посоветуешь? Если так это все глубоко зашло, что просто не может двинуться, нет никакой цели там впереди, да? Есть одно правило, рецепт. Нужно сделать первый шаг, даже через силу, в сторону физических упражнений. Я был сейчас в Семиизе, и я вообще люблю физические упражнения. Почему? Потому что ты получаешь адреналин, он распирает тебя, тебе телу хорошо, мозгу хорошо, гормон радости тебя, в общем, посещает. И не нужно никаких допингов в виде алкоголя или еще каких-то. В Семиизе на этот счет вообще классно. Такая площадка, куда приходят люди разного возраста, играют в волейбол, есть тренажеры на улице, катаются на скейтах дети, баскетбол, бадминтон. Так что вы просто сделайте этот первый шаг для выхода из депрессии. А дальше посмотрите. Тело взыграет, мышцы кровушкой напитаются, и будет хорошо. Лариса Зумченко: глупо надеяться, что от живописи можно что-то получать, в смысле денег. От живописи можно получать только радость и счастье от процесса и созерцания, восторг от рождения твоего нового отражения. А если повезет, то и как бонус с небес пачка зеленых бумажек или горсть медиков, это кому как. Но это уже за чертой того счастья, той благости, которую дарят краски, той невероятности, в которую ты попадаешь. И пропадаешь, как в цветную нирвану. Художник — это работа в долгую, или путь до крутого горного поворота, за которым и сам не знаешь, что тебя ожидает. Блестяще, поэтично, ничего нельзя добавить, не убавить, не добавить. Алена Яр: бухта спокойствия, это так я назвал картину, а у вас все такое подвижное там, такое ощущение, что все движется и колышется. Да, но море тоже на поверхности движется и колышется, волны кругом, а чуть поглубже нырнешь, и вообще как будто ты завис в пустоте такой, какой-то живой субстанции, и не поймешь даже, где вверх, где низ. Название от того, что мне хорошо в этом месте. Даже если все движется, динамичная природа, здесь такие ветра бывают, очень сильные ураганы, но здесь ощущаешь, что природа такая красивая, такая мощная, что ты так песчинка в этом огромном пространстве, и это побуждает выразить это, творить. В этом смысле я влюблен в Гурзуф. И, как вы понимаете, море, 7 раз на дню меняется погода, и ты восхищаешься этой динамикой в природе. Поэтому так бухта спокойствия. Дина Бычкова: какой заброшенный дом Коровина. Живописное место. Сейчас там потихонечку идет какая-то движуха. Даже сделали магазинчик, где продаются какой-то мерч, там всякие кружки, футболки, с его даже цитатами, книжки Коровина. И художницкие работы продаются. И даже есть такая форма, что вы приезжаете, там уже у них есть гостиница, по-моему, неделю или 2, разные варианты
Я просто не заходил, не знаю. Я, судя по друзьям-художникам, которые в эту акцию, так сказать, въехали. И вот они пишут, 3 работы или 2 работы отдают безвозмездно за питание, проживание, бесплатное. И потом эти работы вот продаются в этом магазинчике. Ну, по-моему, художнику уже с этого ничего не светит, но тем не менее вот какой-то налажен контакт между художником и гостиницей. Так что жизнь налаживается в доме Коровина. Ну, а снаружи, да, он немножечко такой. Ну, элемент древности зато есть. И будет класс сейчас в Гурзуфе, мы будем писать прямо вот там, где он творил. Это, конечно, большая честь. Приезжайте. Мария Фросина. Он, Коровин, просто гений. Он таким родился. Он и писатель гениальный. Разве можно этому научиться? Ну, как тот же Врубель говорил о том, что вот есть вот талант, вот чуть-чуть, да, а ты его развиваешь. 99% трудолюбия и копеечность таланта. У всех у нас, я тоже так считаю, практически очень близко. Ну, все мы в детстве рисовали в школе, правда? Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но рисовали. Но для кого-то это становится делом жизни, и тут происходит мощное развитие. Этот маленький талантик развивается вот от этого трудолюбия. Ну, писатель, вот писателем тоже попробуй быть, попробуй научиться, да. Если ты проживаешь жизнь, у Коровина там такая жизнь, ого-го, почитайте хотя бы немного, какая причина, почему он уехал из России. Ну, представляете, там после революции. Его уплотнили, как профессора Преображенского хотели уплотнить. Вы представляете, у тебя мастерская, ты работаешь, потом раз, и там живет кто-то, какой-нибудь матрос. У него покончил с собой отец. Умер потом сын. В общем, все довольно-таки очень сложно. Ну вот, продираясь через сложности жизни, когда мощнейший двигатель, страсть к живописи, видение и понимание цвета, оно тоже рождалось не сразу. Сначала у него были довольно-таки слабые работы. И постепенно, у кого-то, кстати, уходит на это вообще целая жизнь. И постепенно ты становишься более уверенным. Короче, я к тому, что надо заниматься, друзья. Кстати, 1 день до окончания акции натюрморт с виноградом. Урок с обратной связью. Сейчас за полцены его можно купить, вот буквально еще 1 день. Еще напомню, что мои работы участвуют сейчас на выставке в арт-пространстве «Коробка» до 11 августа. Там подобралась довольно симпатичная коллекция. Приезжайте. Друзья, делайте свою работу и посмотрите еще, сейчас следом, еще один мой ролик. Называется «Писать ощущения на злобу дня». Ну, пока.